Всем привет! Вы на канале PolsNet Life. Меня зовут Сани, и сейчас вы увидите обзор одним кадром на Tecno Camon 20 Pro. Это смартфон, который я купил на Авито за 15 с копейками. Его мне предлагало много контор, но я решил его приобрести, потому что так интереснее самому. Хотя что-то я и беру иногда для рекламы. Это не рекламный обзор, поэтому 2К 30 FPS, основная камера, вы слышите, как у него работают микрофоны. Смарт за те деньги, что я его приобрел, мне понравился. На лайв-канале вы уже можете посмотреть, насколько хорошо он справляется с одновременным стримингом в Твиче и игре в PUBG New State, притом на минимальных настройках. И здесь мы сейчас довольно просто одним кадром, смотри как, сделаем 10-минутный ролик, как это дело может снимать, вы заодно увидите. Притом я подождал, когда не будет солнца. Почему? Потому что, опять же, в эти деньги смарты снимают не очень. А если говорить о ритейле, то да, он где-то 20 тысяч, 23 тысячи, и там уже можно 4 докинуть и покупать Samsung A54, а так его прямой конкурент, по мне, это, разумеется, Poco X5 Pro, который на голову выше. Опять же, мое субъективное мнение, вы, разумеется, можете не согласиться. Насколько здесь хорошо работает стабилизация, как работают микрофоны, вы сейчас увидите. Я без стабилизатора его таскаю, я сейчас его несу, получается, и снимаю на основной модуль со штатива. И в первую очередь этот обзор не для того, чтобы показать, что вот он плохо снимает. Я еще раз повторяю, специально подождал, пока солнце уйдет, и уже в лучах уходящего солнца ему будет проще, потому что пересветов не будет. А для того, чтобы 3 раза, получается, в первом ролике во время теста в игре я рассказывал его минусы, сейчас расскажу еще в основном ролике, и потом буду потихонечку рассказывать об этом бренде, которому, к слову, на 5 лет больше, чем бренду Xiaomi. То есть они уже торгуются с 2008 года. Сейчас 15 лет, как они работают. И когда мне говорят, дай шанс молодому бренду, а в него входит в этот концерн Infinix, Tecno и третий великий бренд, который я пиарить не буду, который занимает больше 80% их продаж, поэтому вы видите 4-е место, а не потому что в Москве на каждом шагу наклеена их реклама. Повторяюсь, Tecno это мой фаворит, это единственный, наверное, из телефонных брендов, кто у меня покупает рекламу. По-моему, больше и нету таких. Так вот, так что, может быть, если вам покажется, что я что-то жесткое рассказал, то... мне кажется, что не жесткая, правда всегда хороша. Еще раз повторяюсь, за 15 тысяч волшебный смарт 15200. Вот так вы сможете снимать какой-то пейзаж. 10 минут буквально я буду вам о нем рассказывать. Про комплект. Давайте про комплект. С ним идет зарядка, заряжает она долго. Сколько заряжает, узнаете в основном ролике, но в PC-Mark я вам сразу скажу данные по тесту, это всего 6 часов. И это мало. Яркость у него 860 нит, которая не сбрасывается во время игры, и это прямо отлично, но в PUBG даже на минимальных настройках он не выдает 90 FPS никак, он 60-то не может стабильно выдавать с одновременным стримингом. Про минусы сходу. Вот это вот почему я делаю на этот смартфон 3 ролика, потому что я хочу 3 раза повторить о том, что Tecno не ловит лучше остальных смартфонов. Я не знаю, что за модель они брали, люди, которые пишут, скорее всего, продавцы, и, скорее всего, они имели в виду все модели. Но то, как ловит Tecno вот этот, он ловит хуже, чем Realme C53, который стоит копейки, убогий смартфон, ну, с одной стороны, с другой стороны, за свои деньги нормально, обзор на него еще будет. И он ловит хуже, чем iPhone, который тоже идеальным не назовешь. Понятно, что он стоит как крыло самолета, но смысл в том, что Tecno не ловил вообще у меня между 2 городами, когда я вчера на нем с ним поехал. Я специально до этого X2 Pro брал, тоже катался, но в ролике ничего про это не сказал, потому что подумал, окей, мне все равно будут в комментах писать, что он великолепно ловит. У меня самый любимый комментарий, это можете посмотреть на канале. У меня вообще за 20 километров от вышки смартфон ловит, а остальные не ловят, учитывая, что вышка сама рассчитана на 10 километров. Площадь покрытия. Ну окей. Но, в общем, я теперь этому человеку не очень верю и подобным комментариям, которых, разумеется, много. То есть вы должны забыть о каких-то фантазиях продавцов, что этот смартфон ловит лучше всех. Это не так. Насчет дизайна я не буду его ругать.
потому что на вкус и цвет фломастеры разные. Насчет материалов, там, где убивался вообще Infinix, это их же бренд, недавно я обозревал Infinix 30 Pro, 30 VIP. Так вот, здесь у меня претензий нет к этой же дешманской рамке, потому что Infinix я покупал за 23 тысячи рублей, а этот смарт я покупал за 15 тысяч рублей. И за 15 тысяч рублей вполне нормальный пластик. То есть то же самое, но опять же, вот сейчас он выглядит на свою стоимость. Рамки на свою стоимость. На свою стоимость он не ловит. На свою стоимость у него не очень хорошее видео, мягко скажем, плохое, хотя сейчас реально стараюсь, чтобы у него картинка была более-менее, потому что я не хочу, чтобы YouTube понижал в ролик в CTR. Ну, в общем, проще говоря, чтобы он рекомендовал. Если очень будет плохая картинка, то он рекомендовать вообще ничего никуда не будет. И из интересного, окей, PCMark очень слабые данные, то есть он быстро разряжается. Почему? Потому что довольно нестандартно для подобного типа устройств третьего эшелона он поедает почти 28% заряда в час при игре в PUBG. 60 FPS он не держит даже на минималках, что странно. Если выбирать за одни деньги, то есть вы не можете найти, допустим, дешево этот смарт, как я нашел, и за 20 тысяч что взять его или Poco X5 Pro, разумеется, Poco X5 Pro, не думая, небо и земля, какое количество глюков оболочки, ну вот вплоть до того, что когда я этот смартфон распаковал и стал настраивать, мне его понадобилось 2 раза перезагрузить, чтобы у него появилась клавиатура для того, чтобы я вбил пароль в Wi-Fi. Ну, то есть до такой степени им наплевать на пользователей все эти 13 лет, что даже эту штуку они не могут нормально допилить, чтобы у тебя первичное ощущение от смартфона было какое-то позитивное. По комплекту. Чехол в комплекте, зарядка в комплекте. Разумеется, есть у нас возможность запихивать карты памяти, есть возможность запихать 2 симки. Это очень хорошо, это многим будет удобно. Если говорить о фронтальной камере, тоже 2К 30 FPS, как и этот. Какие там 2К, вы сейчас и сами видите, если у вас хороший монитор или телевизор, вы сейчас этот ролик смотрите. Но в то же время, чего мне хотеть от Камона, который Tecno, за эту стоимость? В принципе, за эту стоимость мало кто сможет предложить что-то лучшее. В Antutu он выбивает 400 тысяч баллов. По поводу тротлинга, здесь вопрос к самому процессору. Я знаю, что Камон есть еще на процессоре подороже, наверное, он работает получше, но подороже бы я его точно брать бы не стал. Опять же, ну это неразумно. Это одноразовые смарты, весь третий эшелон это одноразовые смарты. То есть чем они брали, допустим, в той же Африке, я каждый обзор вам напоминаю. Первое, у них камеры настроены под темный цвет кожи, поэтому они в России 4-е, да. И второй момент, по той причине, что в дешевых, вот в концерне есть дешевый бренд, в дешевом бренде много смартфонов с космической автономностью, а электричества в Африке мало где есть. То есть ты несколько дней можешь ходить с одним смартфоном, это обычно тапики. То есть это не смартфоны, но по количеству устройств они продают за счет этого очень много всего. Так же как Samsung A-серии супер дешевые. Я не повторяюсь, рассказываю про это в каждом ролике. Когда пойму, что вся моя аудитория об этом знает, то перестану напоминать, буду напоминать только на стримах. В целом, по смартфону, по спинке, там, не знаю, возможностям фото, видео. Фото можете посмотреть у меня в личной телеге. В личную телегу я уже скинул примеры фотографий. По видео то же самое. Видео туда же скину, обзор на него будет полноценный. Это обычный бюджетник, то есть это не средняк. И ценник у него должен быть соответствующий. Если вы увидите в районе 15, об этом можно думать. Если вы увидите дороже, об этом думать нельзя. В целом от меня девайсу однозначно да. Вот такой простой и легкий обзор получился на аппарат, который по большому счету меня разочаровал в 2 моментах. Очень сильно разочаровала настройка, потому что так у меня не лагало ничего. Никогда. И второй момент, очень разочаровал прием. То есть все остальное я и так знал. Порадовало особенно то, что он не сбрасывал яркость в играх, пусть даже FPS и скидывалась, яркость в играх не сбрасывалась. И автономность все-таки лучше, чем 30% в час. Меньше он поедает, 28-27 в PUBG, это нормальные цифры, адекватные. Он медленно заряжается, быстро разряжается.
Но все это можно простить ему, потому что у него неплохой экран и хорошая стоимость. Девайсу от меня однозначно да. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи, мой личный телеграм-канал. Верхняя цифра, за которую вы можете его приобретать, по моему субъективному мнению, максимум 15, потому что 400 тысяч баллов в Antutu. И опять же, эти антутовские баллы, учитывая его оболочку, этого мало. То есть да, когда там 700 видишь у Tecno, еще ладно, но здесь это вот не то, это не на тоненького, как у MIUI или у Huawei или еще у кого-то. Это бренд третьего эшелона. Осознанное потребление. Они на 5 лет старше, чем Xiaomi, но не смогли выкатить более-менее потребную оболочку. И, в принципе, я не думаю, что они планируют это делать. Они планируют тратить деньги на рекламу довольно много и увеличивать количество проданных девайсов, потому что у них акции дорожают. В общем, посмотрите, как все это происходит. С экономической точки зрения я понимаю этот мыльный пузырь. Я надеюсь, что он вообще никогда не лопнет, у Tecno, потому что у них много девайсов, которые смотрят. Посмотрите обзоры, посмотрите мои просмотры на них. Я скидываю периодически, как много людей подписывается после обзора на Tecno. Это больше, чем какие-то другие бренды дают мне при обзоре. Девайсу, повторяюсь, от меня да. Не забудьте подписаться на канал, написать в комментах, продолжать ли такое. Добра и удачи вам, дорогие друзья.